Россию решили уничтожить. Такого удара она не выдержит. У Путина осталось несколько дней, и Белый дом не сможет это остановить. Жаркое слушание в Конгрессе США, споры из-за России и Украины, ожесточенные дебаты и жесткие решения. Выносится приговор Кремлю. Такое Трамп заявил впервые. Известные дата и место новых переговоров между Украиной и РФ. Рассказываем, почему вам это не понравится. Атака на Москву, закрыты главные аэропорты РФ, отключение мобильной связи – такого не было уже давно. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Россию решили добивать, и на этот раз по-настоящему. Сенат США готовится нанести удар, который путинский режим может не пережить. Новый законопроект о санкциях против РФ, представленный накануне Линдси Грэмом, предусматривает введение до 500% пошлин на страны, покупающие российскую нефть, газ и уран, а также вторичные санкции против Китая, Индии и других союзников Кремля. Под удар попадет почти все, что связано с РФ или россиянами. Страховые компании, банки, суда, олигархи и даже пропагандисты. Никто просто не захочет иметь дело с ними или торговать с РФ. А через 3 месяца, если Россия не образумится, санкции автоматически усилятся без необходимости нового голосования в Конгрессе. Поддержка почти полная, 81 сенатор из 100. Грэм не скрывает, если в ближайшие дни не будет реального прогресса в переговорах, санкции станут реальностью. Россия агрессор. Россия должна немедленно прекратить это кровопролитие. Россия Путина – это страна зла. Она угнетает собственный народ, преследует соседей, стремится завладеть тем, что ей не принадлежит, и хочет воссоздать Советский Союз, Российскую империю. Они используют все самые отвратительные и жестокие методы из военного арсенала, бомбят мирных жителей, убивают десятки тысяч людей. Китайцы наблюдают, это генеральная репетиция для Тайваня, говорит Грэм, и добавляет, цитата, «Я хочу, чтобы эта война закончилась таким образом, чтобы Си подумал, для Путина это плохо кончилось». Конец цитаты. Важно, с такими цифрами поддержки даже Белый дом уже не спасет Кремль. 81 сенатор – это железобетонное большинство, которое пробьет даже президентское вето. Эти санкции не вопрос «если», а вопрос «когда», и Трампу уже не удастся их остановить. Мы надеемся на мирное соглашение. В ближайшие дни Россия должна представить некий меморандум мира, где будет указано, что они требуют для прекращения огня. Если его содержание окажется разумным, это прогресс. Если нет, мы не приблизились к миру, и тогда у президента появятся иные варианты. Надеюсь, все-таки это будет первый вариант, а не второй. При этом Рубио отказался прямо называть Путина военным преступником. Такие заявления и угрозы санкциями якобы приведут к тому, что россияне перестанут разговаривать. Трамп тоже пока воздерживается от новых санкций, несмотря на ясную позицию Украины и Европы. Почему Трамп кинул Украину? Анализирует Financial Times. В ответ на ожидания Европы и Украины он фактически отказался от своего прежнего обещания остановить войну в первый день президентства. США заморозили посредничество и передали ответственность Москве и Киеву. Союзники почувствовали себя брошенными. На данном этапе Трамп, похоже, рассматривает нормализацию отношений между США и Россией как самоцель. Все остальное подчинено этой цели. То есть главное для Трампа – деньги и торговля. Даже когда Путин предложил туманный меморандум о мире, Трамп воспринял это как достаточный повод не усиливать санкции. По сути, США умывают руки, для Кремля это победа, уверяет Financial Times. И в Москве уже поняли, что им позволено идти дальше, предлагают все более абсурдные и новые условия. Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. Пока союзники в Европе чувствуют себя преданными, а Украина оставлена и наедине с агрессором, Трамп спасает собственную репутацию дешевыми байками. Вместо реальных решений – абсурдные монологи. Я позвонил Зеленскому, а мне сказали, он в Южной Африке. Я сказал, какого черта он делает в Южной Африке? Он же только что с нами говорил. Это странно, он пытается заключить мир. Пытается, а мы... Нам повезло, у нас был замечательный наставник времен Манделы, который учил нас, как достигать мира. Лидерам других стран остается только отшучиваться в ответ. Мне очень жаль, что у меня нет самолета, который я мог бы вам предоставить.
Трамп признал в разговоре с европейскими лидерами, что Путин не готов к миру, потому что считает, что побеждает. По данным The Wall Street Journal, это стало первым случаем, когда сам Трамп озвучил такую оценку, хотя публично ранее уверял, будто бы главарь Кремля хочет мира. При этом Трамп отказался от обещания ввести новые санкции, которые давал всего за день до звонка с Путиным, и вновь предложил перевести разговоры на низкий уровень между делегациями в Ватикане. «Это не моя война. Мы ввязались в то, во что вообще не должны были вмешиваться», заявил Дональд Трамп журналистам 21 мая после разговора с Путиным, подтвердив, что не намерен усиливать давление на Россию. Тем не менее, европейцы, включая Макрона и Мерца, надеются, что США все же присоединятся к санкциям, если Кремль не сдвинется. Пока же встреча в Ватикане назначена на середину июня и состоится без каких-либо гарантий от США. Украина тем временем представила ЕС 40-страничный план усиления санкций против России, включая конфискацию активов и вторичные санкции против стран, таких как Индия и Китай, покупающих российскую нефть. Основу кремлевской экономики. И Европа за жесткие санкции. Россию атакуют по всем фронтам, не только экономически. Летят целые рои дронов до Москвы, закрываются главный аэропорт страны, пропадает мобильная связь. Минобороны страны-агрессора панически заявляет: за ночь сбито 105 дронов, за последние 2 суток почти 500 БПЛА. И это только то, что якобы сбили. Сразу более 10 российских регионов под ударом. Вон, сука. Да не наводи ты панику. Массированные атаки продолжаются. Украина дает понять, что не только обороняется, но и активно наносит удары по тылу РФ. Российские атаки на Украину также не прекращаются ни на минуту. Накануне ночью Россия выпустила по Украине 128 шахедов и ракету «Искандер-М». Одна из самых масштабных атак за последние месяцы. ПВО сбило 112 беспилотников, но без жертв не обошлось. В Херсоне погибла пожилая женщина, а в Киеве обломки упали на территорию школы. К счастью, там никто не пострадал. Враг наращивает обстрелы, надеясь измотать оборону. Ничего нового. Ахмат Несила. На оккупированной Херсонщине в один миг исчезла машина сразу с 4 офицерами элитного российского подразделения Ахмат. По данным украинского ГУР, взрыв УАЗа уничтожил не только офицеров, но и боекомплект, который они везли. Все сдетонировало вторым взрывом. Разведка предупреждает: возмездие за преступления против Украины лишь вопрос времени. Как говорится, кто кого быстрее, они сами друг друга или их кто-то. Очередной унижающий русских ролик с участием чеченцев появился в социальных сетях. В нем депутат Баранов, подобно прислуге, бежит за авто, за рулем которого находится несовершеннолетний Адам Кадыров. Салам алейкум, брат. Давай. Красавчик. Заряженный. Ким Чен Ын пытался спустить эсминец. Эсминец спустил себя сам. В КНДР с громким треском и характерным звуком провалилась церемония спуска новейшего их эсминца Чхве Хён. Чудо флотом весом в 5000 тонн неудачно соскользнуло в воду и тут же завалилось на бок. Все это при личном присутствии великого вождя. Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за всеми процессами аварии и дал серьезную оценку. Это никак невообразимое, никак недопустимое серьезное тяжелое происшествие и преступление, вызванное просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом. В бешенстве Ким назвал аварию ударом по достоинству страны и потребовал восстановить корабль к пленуму партии, потому что теперь это не просто железяка, а вопрос политического престижа. Вашингтон, центр города. Влюбленную пару сотрудников посольства Израиля Ярона Лещинского и Сару Милгрим застрелили у выхода из еврейского музея. Они должны были обручиться на следующей неделе в Иерусалиме. Вместо кольца пули, вместо праздника траур. Подозреваемый 30-летний Элиас Родригес выкрикивал «Свободу Палестине» и позже заявил полиции: «Я сделал это ради Газы». Около 9 часов 8 минут раздалось 10-15 выстрелов. Мы испугались, но, будучи из Вашингтона, я слышал выстрелы и раньше. Потом один человек вбежал в здание, и охранник впустил его, думая, что он жертва. Он был мокрым, в шоке. Ему дали воды, спрашивали, ранен ли он. Через 10 минут, когда приехала полиция, он сам признался: «Это сделал я». Поднял руки, достал красную куфию и начал кричать: «Свободу Палестине! Есть только одно решение — интифада, революция». Его вывели под крики «Free Palestine».
войн. Шок на высшем уровне. Трамп назвал убийство актом антисемитизма, Израиль террористическим нападением. На фоне кровавого штурма Газы и обострения на дипломатических фронтах это может стать поворотным моментом в западной повестке. Европа уже грозит новыми санкциями за действия Израиля, а теперь сталкивается с резонансным терактом на своей главной союзной территории. Что дальше? Война еще далека от завершения, и Израиль не намерен останавливаться до полной победы. Так об операции «Колесница Гидеона» говорит премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Военные действия разворачиваются во всей мощи, районы Газы переходят под контроль Цахала, а дома в Сдероте и Ашкелоне сотрясаются от артиллерийского огня. Израиль готов на паузу, но только ради возвращения заложников. Я готов завершить войну, но только на условиях, которые навсегда гарантируют безопасность Израиля. Все заложники возвращаются домой, Хамас разоружается, его руководство уходит, а сектор Газа больше никогда не будет угрозой. Мы реализуем план Трампа. Тем, кто хочет покинуть Газу, будет предоставлена такая возможность. Если не добьем Хамас сейчас, он восстановится и снова завершит зверство. Я не допущу этого. Мы уничтожим Хамас, но не допустим гуманитарной катастрофы, подчеркивает Нетаньяху, заявляя, что США поддерживают новые механизмы распределения помощи. Если война закончится ситуацией, когда Хамас хоть как-то, но выглядит победителем, это, среди прочего, означает не только его дальнейшее усиление в ближайшие годы, это еще и сигнал всем врагам Израиля и самому себе. Захватывать заложников выгодно, на Израиль всегда надавят, Израилю не дадут, у Израиля не хватит решимости, и не нужно уничтожать танковую дивизию израильскую на поле боя, когда можно захватить несколько заложников и добиться всего чего угодно. Гуманитарка в Газу, к слову, допущена. Впервые за 80 дней десятки грузовиков с едой и медикаментами пропустили в сектор. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.